Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про фукубу, фукубус так называемый. Это суккубы и инкубы вместе, грубо говоря. Их, собственно, полезные свойства, также вредные свойства. В общем, в целом, более подробно мы сейчас остановимся, если вкратце. В NetHack термин фукубус, множественное число фукубы, относится либо к одному, либо к обеим парам монстров, такие как инкуб и суккуб. Собственно, инкуб — это мужской пол, суккуб — женский пол. Инкубы и суккубы — это основные демоны, идентичные за исключением пола. Они гуманоиды, неживые, обладают инфравидением. Могут летать, следуют за вами на другие уровни, где, если они находятся достаточно близко. Они обладают демонической устойчивостью к огню, яду, магии, смерти и вытягиванию жизни. А также имеют 3 атаки. Они начинают со специальной атаки соблазнения, которая в степени расширяет возможность функционала игрока, а затем следуют 2 атаки когтями. Собственно, атаки когтями не так много урона наносят, как вы можете заметить с правой стороны. Атаки коготь 1d3. Собственно, это от 1 до 3 единиц урона. То есть это не так много. Но тут опаснее то, что они вас раздевают. Попытка применить седло к любому из фукубов приведет к злоупотреблению мудростью. То есть у вас она будет понижаться. И выведет сообщение. Применение зеркала к фукубу заставит вас украсть его и телепортироваться. Одним из галлюцинаторных монстров, которые могут появиться во время галлюцинаций, является сладострастный ампераст, отсылающий к символу фукуба. У него есть сопротивление, у них у обоих есть сопротивление к огню, к яду. У них всего-навсего, тут по хп не указано, да? Да, сложность 8, хп не указано. Частота очень редкие, их нельзя загеноцидить. Пищевая ценность всего лишь 400, а сопротивление передано никто. Они умеют летать. Собственно, поколение. Как, собственно, вызвать этих так называемых фукубов? Появление враждебного фукуба любого пола можно вызвать, ударив ногой по раковине, пнув. Фукубов один из главных геймов, которым можно выявить посредством жертвоприношения представителей той же расы на хаотическом или несогласованном алтаре. Я думаю, понятно, что несогласованный — это, собственно, алтарь в геноме, а хаотический, собственно, понятно, что это хаотический. Представители своей же расы, например, эльфы, люди. Если Ногу и Джуи Блесс уже созданы в игре, например, вызвание одним и тем же методом, фукубус будет мирным. Если вы будете хаотично враждебным в противном случае. 8 из 9 главных демонов таким образом будут фукуби. Фукуби могут быть заперты другими крупными демонами, хотя они не способны заблокировать каких-либо демонов. Тоже относится к вам. Если вы совершаете безоружную атаку монстра, будучи превращенным в главного демона, отличного от фукуба. Фукуби также входит в число демонов, которых с некой вероятностью можно вызвать враждебным монстром, используя заклинание призыва противных монстров в геноме. Либо заклинание, либо свиток. Так называемый Криат монстр. 4 инкуба и 2 суккуба можно найти в жилище на западной стороне уровня квеста туристического. Фукуба не может стать объектом геноцида, как и все крупные демоны, и не оставляет трупа после смерти. Фукубы соблазнения.
Фукубы гетеросексуальные и будут соблазнять вас, если только противоположные им полы. Соответственно, мужчина-женщина и женщина-мужчина. Получается суккуб. Женщина соблазняет мужчина. Инкуб мужчина соблазняет женщин. Соблазнение работает, если вы пообщаетесь с фукубом противоположного пола. Общение идет через команду чат. Если враждебный фукуб этого же пола применит атаку соблазнения, пока вы не находитесь без сознания. Враждебный фукуб из того же пола, что и вы, не будет использовать атаку соблазнения против вас. Общение с любым таким фукубом не иметь никакого эффекта. Против других монстров фукубы используют атаку соблазнения, просто крадут предметы, если это возможно. Во многом подобно нимфе. Если вы едете к фукубу на скакуне противоположного пола, нападение может обрушиться на коня и заставить его украсть седло, специально спешиваясь. Особенно если вас спешат либо в воду, либо в лаву. Вы сгорите, либо утонете соответственно. Сначала фукуб является снять с вас изношенную броню, вне зависимости от ее проклятости. Они будут спрашивать ваше разрешение в том случае, если ваша харизма, деленная на 20. Если вы не глухой, а в противном случае просто снимут ее. Фукубус может снять ваш костюм в том случае, если вы не надели плащ. Может снять рубашку в том случае, если вы не надели ни плащ, ни костюм. Если снятая броня заставляет вас изменить местоположение, например, провалиться в дыру, люк или приземлиться в телепортирующую ловушку, соблазнение прерывается. Фукуб никогда не будет снять амулет, либо повязку с глаз. Будет игнорировать кольца, за исключением кольца с украшениями, то есть это кольца харизмы. Инкуб может предложить надеть кольцо на один из ваших пальцев, в то время как суккуб может попросить вас об этом. Оба запроса происходят с шансом харизма, деленная на 20, где харизма — это ваша харизма перед тем, как надеть или снять кольцо. Если вы не глухой, в противном случае фукубус наденет или возьмет кольцо. Если женский персонаж уже носит 2 кольца, и ни одно из них не является украшением, а у вас есть украшение в открытом инвентаре, инкуб, открытый инвентарь имеется в виду то, что он, как сказать, лежит просто в инвентаре без дела. И вы им в данный момент как бы не пользуетесь, но она просто лежит без дела. У вас в основном в инвентаре не убрано ни в сумку, ни в рюкзак, никуда. Ни в сундук. Вот. Инкуб может заменить изношенное кольцо на левой руке на кольцо украшения. То есть он просто заменит кольцо, которое у вас присутствует, например, кольцо поиска, на кольцо украшения. Если удаление кольца, чтобы освободить место для украшения кольца, заставит вас изменить местоположение, соблазнение прерывается. То есть, если это, например, кольцо левитации, то и вы местоположение ваше прервется. Вы, скорее всего, куда-то упадете и так далее, то, скорее всего, оно прервется. Фукубус пытается снять с вас перчатки, прежде чем надеть кольцо с украшением или взять изношенное кольцо, и оставит вас в покое после этой попытки. Ваши перчатки все еще будут на вас. Если после этого вы все еще сможете носить бронежилет или плащ, Фукубус оставит вас в покое и попытается телепортироваться прочь. В противном случае они инициируют столкновение, как указано в сопроводительном сообщении. Это увеличивает счетчик ходов. Счетчик ходов имеется в виду, что вы в каждое ваше действие в подземелье идет какое-то определенное количество счетчика ходов. Тем самым
Если оно не синициировало счетчик ходов, соответственно, там холмов не будет. Соответственно, соблазнение, как все его действия, происходят без счетчика ходов. В конце боя вы испытаете либо положительный, либо отрицательный эффект, в зависимости от вашей суммы вашего интеллекта и характеристики харизма. Вероятность положительного эффекта равна интеллект, в скобочке открываются интеллект плюс харизма, плюс 1, скобочки закрываются, деленные на 35, где интеллект и харизма ограничено значением 32. Что дает минимальную вероятность того отрицательного эффекта 5,7%. Ну, то есть это где-то около 20, например, у вас числа либо 18, то есть, соответственно, то есть, если у вас максимальные, грубо говоря, характеристики, то у вас шанс, соответственно, выше. То есть, например, интеллект 18, харизма 18, это 36, и плюс 1, 37, и деленное на 35, соответственно, около единицы. Вероятность положительного результата будет. Хаотические персонажи получают точку мировоззрения за участие в столкновении с суккубом. То есть, скорее всего, им в плюс идет. Это. А после столкновения положительного и отрицательного суккубус может пытаться забрать у вас немного золота. В качестве оплаты телепортируется взятая сумма обычно стоит из фиксированной платы в размере 500 монет. Плюс случайный процент текущего золота в вашем кошельке. И не будет принимать во внимание золото выше 32 757 монет. Попытка провалится с вероятностью харизмы, деленной на 20, или всегда, если вы обратитесь в лепрекона. Если у вас нет золота в кошельке, суккубус вместо этого просто телепортируется без оплаты, без каких-либо изменений, кроме альтернативного сообщения. Кроме того, мирный суккубус возьмет 1/5 обычной цены, округленной в меньшую сторону. Не всегда, но всегда не менее одной монеты. Ручной суккубус никогда не нападет на вас. Если вы получите положительный эффект в течение 100 ходов после того, как суккубус будет жаловаться на головную боль, вместо того, чтобы соблазнять вас. Если вы получите отрицательный эффект, суккубус будет готов к работе немедленно. В любом случае существует вероятность 1/25, что суккубус пожалуется на сильную головную боль. Это означает, что он изношен и отменен. Это делает его неспособным к дальнейшему соблазнению. Положительные эффекты, которые можно получить при встрече с суккубом, как и отрицательные. Сумма ваших показателей интеллекта и харизмы плюс 1 не меньше случайного числа, выбранного от 1 до 35. И вы испытываете один из следующих случайных положительных эффектов с равной вероятностью каждого из них. Восстанавливает вашу мощность и увеличивает максимум на 1 от 1 до 5. Это идет упражнение Конституции. Мощность, скорее всего, подразумевается либо магическая сила, либо сама по себе сила. Телосложение увеличивается на 1 и выполняется. Про выполнение, конечно, сложно. Сноска, конечно, тут мощная. Мудрость увеличивается на 1 и применяется. И, соответственно, еще сообщение. Вы чувствуете, что раскрыли свой потенциал, вы чувствуете себя достаточно хорошо, что можете ее снова. И мудрость увеличивается на 1 и применяется. Ты чувствуешь, что всегда будешь помнить суккубуса. Повышает уровень на 1, если это возможно, и проявляет мудрость. Это увеличивает ваши очки жизни и силу, даже если вы 30 уровня. Это был очень познавательный опыт. Восстанавливает все ваши очки жизни и тренирует силу.
Мощность, скорее всего, это сила магии. Вы чувствуете себя здоровым. Отрицательные эффекты, которые он может дать. Если вместо этого сумма ваших показателей интеллекта и харизмы +1 меньше случайного числа, выбранного от 1 до 35, вы испытываете один из следующих негативных эффектов с равной вероятностью каждого из них. Ваша сила будет потеряна, а максимальная энергия снижается от 1 до 10. С учетом половины физического урона ваша конституция подвергается злоупотреблению. Сообщение: вы чувствуете истощение энергии. Телосложение снижается на 1, и им злоупотребляют. Мудрость снижается на 1, и ей злоупотребляют. Вы находитесь на свалке. Это телосложение и мудрость. Вы чувствуете, ваши чувства притупляются. Вы теряете 1 уровень, если у вас нет сопротивления истощением. А телосложение, мудрость и ловкость не злоупотребляется. Вы чувствуете себя не в форме, если вы потеряли уровень. У вас странное предчувствие, если у вас есть сопротивление истощению. Силы злоупотребляют, и вы чувствуете, точнее, вы получаете урон от 6 до 15 очков урона, включая половину физического урона. Вы чувствуете себя утомленным. Если вас убили из-за потери ХП, причина смерти записывается как убит от истощения. Если вас убили из-за снижения уровня, причина смерти записывается как убит в результате перенапряжения. Фуби наносит небольшой урон в ближнем бою, и их относительно легко убить даже для некоторых персонажей низкого уровня. Обратите внимание, что их базовый армор-класс равен 0, и из-за высоких показателей магического резиста равен 70, что значительно ограничивает эффективность заклинаний против них. Прибыльность фукубусов для игроков с высоким интеллектом и харизмой очень эффективный способ получить, собственно, опыт, здоровье и силу. Уравновешиваются 2 факторами: негативными последствиями встреч, которые, как обсуждаются ниже, на удивление легко вылечить. Основная опасность того, что кажется юмористическим побочным эффектом соблазнения. Игрок остается, по крайней мере, частично раздетым в присутствии других любых монстров, оказывающихся в комнате. Игроки, которые полагаются на свои доспехи для отражения магического сопротивления, могут внезапно оказаться уничтоженными атаками, на которые они обычно не обращают внимания. Соблазниться грубо враждебных монстров, например, недавно созданных гадостей. С помощью, например, магической ловушки, либо получается свитка призыва монстра, либо заклинания призыва монстров. Как правило, является наихудшим сценарием. Если возможно начинать столкновение, убедиться, что ближайшая территория свободна, и большинство монстров не могут приблизиться к вам после этого. Вы можете отвести фукубуса или нескольких фукубусов в более безопасное место, прежде чем начинать столкновение. Поскольку они будут следовать за вами, когда вы находитесь рядом с вами, вы можете перенестись с помощью глаза Эфиопии. Переносите уровень или поднимайтесь вверх-вниз по лестнице. С помощью глаза Эфиопии вы можете перенестись в случайное место, например, на уровень квеста, на уровень Сабакана, или в случайное подземелье. В случайное место подземелья. Амулет перемен может заинтересовать игроков, стремящихся максимально увеличить свою выгоду от фукубуса. В частности, у туристов может возникнуть соблазн использовать амулет для фукубов на уровне цели ветки квестов. Но мы фукубов уже убили, поэтому нам не актуально. Повышение статов. Более высокая харизма и интеллект, естественно, увеличивает шансы на положительный эффект от встречи с фукубусом. Но обе характеристики очень трудно повысить без зелья усиления способностей. И ни одну из них нельзя тренировать.
Волшебники – это роли с высоким интеллектом, которые отлично подходят для получения усилений от Фукуби. И часто могут преуспеть с самого начала игры. Между тем, самым надежным методом поднятия харизмы является кольца украшений. К сожалению, как описано выше, ими также интересуются Фукубы. Инкуб не заберет кольца женских персонажей, но их можно заставить снять жизненно изношенное кольцо, а может они носят два кольца, не являясь украшением, включая кольца левитации, не позволяющие им тонуть или сгореть в лаве. Или наоборот, персонажам мужского пола не нужно беспокоиться о снятии изношенных колец, но кольцо, обеспечивая повышением харизмы, может быть украдено, если их харизма не равна хотя бы 20. Мужские магические ловушки повышают вашу харизму на 1 очко и приручают любых монстров поблизости, если они поддаются приручению. Однако это ненадежно, и более часто негативные эффекты ловушки, такие как ослепление, оглушение, окружение монстрами, попадание в огненную башню, как у огненной ловушки, или же взорвать волшебную ловушку и удалить ее. Хотя это дает прирост мощности, если вы переживете взрыв. По ловушкам есть отдельное видео. Рекомендуется иметь сопротивление к огню. Средства смягчения слепоты, например, телепатия, либо ментальное зрение. А также умение общаться с вызванными монстрами. Более подробную информацию о работе с эффектами магических ловушек можете посмотреть о магических ловушках. 5 из волшебных фонтанов шанс 7/10 увеличить случайный атрибут на 1, увеличить все атрибуты на 1 при естественной удаче не менее 4. Это использование камня удачи благословленного. Однако невозможно определить, является фонтан волшебным или нет, прежде чем его пить. Негативный эффект, который может вызвать употребление не магических фонтанов, гораздо сложнее справиться по сравнению с магическими ловушками, такими как проклятие вашего инвентаря. Хорошая идея будет заранее положить все вещи в сумку, так как вы готовитесь к встрече с водяными мокасинами или даже с водяным демоном. Более подробную информацию смотрите о статье о магических волшебных фонтанах. По фонтану у меня нет информации. Но по мокасинам я рекомендую, как только вас окружили, сразу прописывать под себя алберет полупостоянной палочкой. Что касаемо водяного демона, похожий принцип, но он, если вам не даст желания, то есть водяной демон может вам дать желание, и он зареспаунится рядом с вами, то, скорее всего, вы можете его начинать избивать смело. Контролить и избивать. Через сон, например. Шлем гениальности может повысить интеллект, но Фукубус попытается его снять. Как подробно описано выше, они с большой вероятностью спросят, если у вас более высокая харизма. В отличие от колец и украшений, Фукубус не крадет шлем, что позволит вам надеть его обратно. А прежде чем повторить попытку, негативно зачарованный шлем не имеет значения, так как вы всегда можете дать согласие на его снятие. Борьба с негативными последствиями. С большинством негативных последствий соблазнения можно легко справиться. Потерю мудрости или сожаление можно увеличить с помощью применения рога единорога. Очки жизни со временем восстановятся. Также неразумно общаться с Фукуби, когда вы практически мертвы. Потерянный уровень можно быстро восстановить, убив какого-нибудь монстра, либо съев порцию рубца, чтобы вернуть, прежде чем снова играть с Фукубом. Использование эскалибура, громоверса или посоха эскулата защитит вас от эффекта высасывания уровня. Однако не существует лекарства от потери максимальной энергии.
хотя они проклятые зелья энергии смогут ее повысить. Также сможет повысить и вашу энергию. Это получается свиток зарядки. В целом, хотя персонаж с низким интеллектом, высокой харизмой, с низкой интеллектом или харизмой вполне может получить выгоду от общения с Фукубусом. Негативные последствия могут сделать процесс утомительным. Игрок, обеспокоенный этим, может подождать, пока повысит свой интеллект и харизму перед столкновением, и склоняет шансы на выигрыш энергии в свою пользу. Для минимализации уязвимости после столкновения также следует применять следующие шаги. Никогда добровольно не позволяйте снимать Фукубу что-либо, кроме вашего плаща и бронежилета, если только вы не пытаетесь снять часть проклятой брони. Опять же, по возможности общайтесь с Фукубом только в той области, которую вы очистили от других врагов. Можете держать Фукубуса подальше от вашей спины, защищая территорию. Замани его наверх или вниз по уровню. Или же использование лабиринта всякий раз, когда он приближается. Более подробную информацию по подобным случаям смотрите возможное ниже. Наконец, не забудьте снова одеться. Чтобы Фукубус не забрал ваше золото, просто храните его в контейнере или бросьте на землю, если это чрезвычайная мера. Джентльменские и женский игрок может пожелать сохранить небольшое количество золота в своем инвентаре, чтобы Фукубус получал хоть как бы символическую плату за свои услуги. Как только у Фукубу появится сильная головная боль, вы можете убить его и вернуть свое золото, которое он у вас отнял, если пожелаете. Приручение Фукуби. В качестве домашних животных Фукуби могут увеличить свой базовый армор класс, равный единице. Возможность использовать любую несеребряную броню, но они совсем не сильны в атаке. Что еще более важно, ручные Фукуби представляют собой более легкие столкновения по сравнению с враждебными или мирными, хотя фактически столкновение само по себе ничем не отличается. Гораздо проще учесть все следующие проблемы. Они могут также увести подальше от враждебных монстров. Ему нечего бояться других питомцев. И его легче направить в безопасное место для встречи, чтобы обычно облегчает надевание брони. Кроме того, если у вас есть волшебный свисток, и вы перешли на уровень без телепортации, например, Собакан, вам не нужно будет преследовать Фукубуса после каждой встречи. Он так никогда с вас золото не будет взимать. Прирученных Фукубов можно получить разными способами. Активировать фигурку одного. Вероятность получения ручного равна 4/5 для благословленной статуэтки и 1/5 в противном случае. Превратить уже прирученного питомца в Кубуса, хотя это очень ненадежно посредством полиморфа. Войти в Фукубус, напав на монстра голыми руками, противившись главного демона. Обратите внимание, что у вас есть шанс 5/6 войти в демона того же типа, что и ваша текущая форма, и что Фукубы не может сами выходить демонов. Сложно написано, непонятно. Как только Фукубус будет отменен, вы можете отказаться от него и полиморфировать его по своему желанию. Получивший монстр все равно будет отменен. Поэтому вы не сможете превратить его обратно в полезный Фукубус. А новая форма может быть менее эффективной. Соблазнение и безопасность.
Есть несколько способов, которыми фукубус может убить вас, даже если он не враждебен, хотя их, как правило, легко избежать. Тем не менее, игроку следует помнить о следующем. Будьте осторожны при ношении левитирующих ботинок и ботинок для ходьбы по воде. Если вы встретили фукубуса над водой или лавой, фукубус может снять их, обрекая вас на гибель. Персонажи женского пола также должны быть осторожны, когда носят кольца левитации на левой руке, второе кольцо на другой руке и держат кольца украшения в свободном доступе. Инкуб может их заменить, кольцо левитации, кольцом украшения. Если вы едете на летающем коне, например, на драконе, по открытой воде или лаве, и они противоположного пола фукубуса, этот фукубус может соблазнить его снять седло, в результате чего вы утонете либо сгорите. Хотя соблазниться самому в такой случае безопасно, при условии, что конь не будет того же пола, что и вы, и следовательно противоположен фукубу. Возможно, будет прагматично полностью избегать фукубу, пока вы не окажетесь на суше. Избегайте размахивания трупами футриса вокруг фукуби, если у вас нет харизмы 20. Это, наверное, имеется в виду трупов Кокатриса и Шикатриса. Если у вас нет харизмы 20 или выше, они могут снять у вас перчатки и оставить вас в напряжении. Ну и вы, скорее всего, просто если вы эти трупами будете пользоваться без перчаток, вы окаменеете, скорее всего. Если вы их сразу же не дропнете. Персонаж с уровнем опытом 1 должен держаться дальше от фукуби, так как одним из возможных негативных эффектов является снижение уровня. На практике это означает, что низкоуровневые персонажи не должны пинать раковины. Всегда обязательно проверяйте и складывайте обратно всю свою броню, как только вы с фукубом закончили. Всегда имейте запасной источник отражения для комнаты с медузами. Вход в фукубус и появление фукуба немедленно соблазнит вас, а удаление единственного источника отражения, скорее всего, окажется для вас фатальным. Например, щита. Либо доспеха. На амулеты это не работает. Удаление проклятых предметов. Фукуби может снимать любую броню, включая проклятую, что является альтернативой нимф для снятия проклятой брони. Суккубы также могут снимать проклятые кольца и украшения с персонажей мужского пола, в то время как инкубы могут снимать любое проклятое кольцо с персонажей женского пола, носящих 2 кольца и несущих дополнительное кольцо украшений. Поведение и другие привычки. Для игроков-пацифистов фукубус представляет собой одно из средств получения дополнительных ему уровней опыта. Наконец, некоторые игроки, которым нравится относиться, могут по желанию использовать их оставшихся желаний с благословленной фигурки маслом по своему выбору. Собственно, сообщение, английская версия по фукубусам, негативные, как и позитивные, которые вам будут писаться при взаимодействии с ним. Все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.